Приветствую на моем канале. Ты когда-нибудь сталкивался с такими вещами, как изменение сознания? Как меняется сознание? Хочешь ли ты увидеть сейчас, как работает и действует Святой Дух? Как происходят некоторые вещи, которые, они, знаешь, они за пределами просто вот естественного зрения, да? Естественного какого-то мыслительного процесса. Ты привыкаешь думать так, как ты думаешь. Ты читаешь Библию, и ты привык думать, что то, как ты ее читаешь, то это так и есть. Я все время наталкиваюсь на то, что когда Святой Дух что-то открывает мне, оно всегда приносит какие-то изменения. Иногда очень такие, знаешь, сногсшибательные в сознании. То есть сознание начинает кардинально меняться, трансформироваться. Иногда это такие, с точки зрения человеческой логики, незначительные, да, там, ты получаешь вроде какую-то свободу, дверь там открыта, получаешь какую-то вроде свободу, и ты как бы, здорово, ты понимаешь, что это Дух Святой. Вот сегодня молились, и вдруг место с Писания всплывает. Открываю. Я буду читать из перевода, так скажем, трансформер, линк, на английском. Вот этот перевод. Видно, да? Такой перевод, я не знаю, как его назвать, Holy, Святая Библия, Нев, Russian Translation, наверное, новый перевод, новый перевод на русский язык написан. Это не совсем новый, но во всяком случае тут тоже есть какие-то интересные моменты. Это значит, 3 глава Евангелия от Иоанна. 3 глава Евангелия от Иоанна, беседа Никодима с Ишуа. И говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Теперь внимательно слушай. Дух рождает дух. Не на то, как это там происходит, а вот именно вот эта фраза, запомни. Дух рождает что? Дух. Дух рождает дух. Дух рождается. Заметочку делаю, правильно? Не удивляйся тому, что я сказал. Вы должны быть заново рождены. Ветер. 8 стих, и тут, в сносках ветер. На языке оригинала это слово означает и ветер, и дух. Ветер дует где хочет. Тут сравнение с ветром. Духа. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда приходит и куда уходит. Ты слышишь шум ветра и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. В синодальном переводе написано: дух дует. Дует вроде, где хочет, да? Ты слышишь голос его, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит.
также и с каждым рожденным от Духа. Первое. Ишуа говорит с Никодимом, который не был рожден свыше. И он говорит: ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда он приходит, куда уходит. Тут. То есть, если ты услышал Духа Святого, то ты не знаешь, откуда это приходит, куда уходит. Ну, ты знаешь, да, это на самом деле, ну, как бы ты эту вот теорему, да, которую вот как бы бацали в собраниях о том, что ты же слышишь, он прилетает, улетает. И вот когда ты его слышишь, он прилетел, улетел. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так бывает со всяким рожденным от Духа, да? И ты все время думаешь о том, что это описано о тебе, рожденном свыше, в том контексте, что ты можешь услышать голос Божий, который откуда-то приходит. И потом он ушел. И ты такой: вау, тебя так накрыло. Потом раз прекратил. Ушел. И это и есть рождение от Духа. Пришел и ушел. Дальше написано: также и с каждым рожденным от Духа. Что так с каждым рожденным от Духа? Давай удалим вот это вот. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда приходит, куда уходит. Ветер дует где хочет. Так же и с каждым рожденным от Духа. У тебя ничего другого в общем не звучит. Почему я убрал это? Потому что это к Никодиму сказано было, который не был рожден свыше. Дух дует где хочет, да, другими словами. Так же и с каждым рожденным Духом. Ладно, по-другому я скажу. Ветер дует где хочет. Так и рожденный свыше. Точно так же, как ветер, рожденный свыше. Нет, ты не услышал. Не рожденный свыше не то, что он слышит со стороны. Вот он приходит, этот шум, и уходит. Рожденный свыше, как ветер. Услышь. Рожденный свыше, как ветер. Дует, где хочет. Другими словами, Иешуа сравнивает рожденного свыше с ветром, с духом, который дует где хочет. Так и каждый рожденный, так и с каждым рожденным свыше. То есть каждый рожденный свыше, он как ветер свободен. Он дует где он хочет. Надеюсь, ты услышал. Надеюсь, ты услышал. Надеюсь, ты сейчас услышал и посмотрел на это место с Писания абсолютно по-другому. Абсолютно. И приняв это откровение, некоторые дилеммы твои, они разрешатся в том контексте, то, что ты теперь поймешь, что ты свободен, как ветер, если ты рожден от Духа. Ты дуешь там, где хочешь. Еще раз прочитаю, опять же упущу это. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда приходит, куда уходит. Ветер дует где хочет. Я по-другому немножко скажу. Так и каждый рожденный от Духа. Как ветер. Как ветер. Рожденный свыше сравним. И Иешуа сравнил его с ветром, который дует где хочет.
И вот рожденный свыше приходит в собрание, как ветер, какое-то. Что-то там натворил и ушел. И никто не знает, откуда пришел и куда ушел. Вот эти вот нерожденные от духа. На этом все. Всего хорошего. Мира, добра, любви, жизни, изменения сознания.